Теперь приступаем к созданию этого приставного столика, что представляет собой действительно интересную задачу с точки зрения моделирования. Он не только имеет некоторые очень сложные детали, например, на ножках или на основе столешницы, но также рассмотрим различные рабочие процессы моделирования. До этого момента мы работали в основном с простыми твердыми поверхностями, просто блокируя сначала их основную форму, а затем добавляя детали. Этот конкретный объект позволит исследовать сложный рабочий процесс моделирования Hard-Surface, в котором собираемся заблокировать основную форму, отрезать и детализировать отдельные части, дублировать их и завершать общую форму. Итак, давайте посмотрим на это в мае. Здесь можете видеть, что я уже начал со столешницы. Это был просто цилиндр, который я отмасштабировал до нужного размера, и если зумирую, видите, что здесь выдавил дополнительные ребра, а затем добавил скосы. Таким образом, это тот же простой рабочий процесс Hard-Surface моделирования, который мы уже рассматривали. Теперь вы заметите, что вокруг всего объекта есть такой кубический габарит. Я провел поиск в Google по средним размерам таких столиков и нашел, что это где-то 18 дюймов в высоту и 22 дюйма в диаметре. И здесь у меня построен куб, который я просто отмасштабировал до этих нужных размеров, поместил его в слой отображения и установил как шаблон, чтобы видеть, какими размерами должен быть этот объект. Вот наше референсное изображение в перспективном виде, так что это просто наглядно дает общее представление о его габаритах. Итак, первая сложная Hard-Surface форма здесь – это часть с ящиком под столешницей. Сначала она кажется довольно простой, но если посмотрим внимательно, то видим, что эти поверхности ящика вдавлены внутрь и имеют такие маленькие боковые части, которые идут с определенным шагом по окружности. Чтобы создать это, нужно будет построить цилиндр с высоким разрешением, вырезать его четверть, детализировать ее, а затем собрать все обратно в единый объект. Итак, давайте начнем с создания цилиндра. Перемещаю его вверх сюда к столешнице. Перехожу к опциям цилиндра и под радиусом начинаю увеличивать это значение так, чтобы получить размер такой общей формы. Высоту этой части устанавливаю около 3 дюймов, что будет в 3 раза больше толщины столешницы, которую я назначил в 1 дюйм, и это будет 7,5 сантиметров. Так что просто ввожу 7,5, опускаю под столешницу и получаю ее размер довольно точно. Теперь следующее, что нужно сделать – добавить subdivisions, чтобы была возможность удержать круглую форму и добавить эту небольшую прямую деталь в середине ящика. Для этого понадобятся все подразделения, которые сможем получить. Итак, нахожусь здесь и ввожу 180. Я знаю, что это может выглядеть как слишком большое число, но для того, чтобы сохранить такую круглую форму, надо добавлять дополнительные петли ребер, иначе она не будет выглядеть нужным образом. Теперь изолирую этот цилиндр, и сейчас мне нужна только его четверть, чтобы доработать детали, а затем сможем вернуться к общей форме. Перехожу на вид сверху, выбираю поверхности и удаляю эту верхнюю половину столешницы. Затем перехожу сюда, удаляю и эту правую сторону, и в итоге получаем такую типовую секцию. Теперь нужно создать дополнительные петли ребер, чтобы построить эти профили, поэтому иду сюда, выбираю эту последовательность поверхностей, кроме верхних и нижних, перехожу к Modeling Toolkit и буду использовать инструмент Connect, предварительно сбросив его настройки. Добавлю к этому два сегмента и использую опцию Pinch, чтобы вытолкнуть их. Теперь нужно создать эту вертикальную часть, которая сможет обойти цилиндрическую форму, поэтому буду использовать две из этих поверхностей. Я не хочу помещать эту часть точно в середине, немного смещу и выбираю эти две поверхности, затем удерживаю Shift и растягиваю прямоугольник выбора, чтобы снять предыдущий выбор и повторно выбрать все остальные поверхности. Затем вдавливаю их так, чтобы начать создание такой общей формы.
Теперь, когда вы используете метод работы со сложной твердой поверхностью, нужно иметь в виду, что вы собираетесь как бы оборачивать всю эту форму вокруг самой себя. Поэтому наличие таких граничных поверхностей будет здесь проблематично при дублировании, так что удалю их. Зумирую на увеличение, и теперь здесь нужно добавить дополнительные детали. Небольшие скошенные ребра на каждой из этих секций и посередине. Снова выбираю поверхности, эти ряды наверху и внизу. Снова использую инструмент Connect. Снова мне нужны два, выбираю Pinch и могу использовать среднюю кнопку мышки, чтобы получить то, что нужно, и нажимаю Enter. Быстро выбираю новые центральные поверхности, а не весь объект. И выдавливаю еще один раз на минус 0,2. Опять же, эти новые поверхности, которые создаются, просто удаляем. И последний штрих, который нужно добавить здесь, это экструзия на этой вертикальной части. Чтобы получить ее, я на самом деле собираюсь выбрать немного больше, чем нужно. Снова применяю экструд и небольшой офсет. Хочу сохранить столько полигонов в виде квадов, сколько только смогу. Теперь, когда есть все это, выбираю внутренние поверхности и выдавливаю их на величину минус 0,2, чтобы они соответствовали тем поверхностям, которые были выдавлены чуть выше. Сейчас можете видеть блокинг этой основной формы. Последняя часть этого – экструзий на квадах объектов. Нужно просто показать, что когда захотим собрать это обратно вместе, у нас будут вершины, которые не выстроились точно по сетке и потребуется переместить их. Я могу просто выбрать эту первую вершину здесь и переместить, удерживая X, что обеспечит точную привязку к сетке, и сделаю то же самое и с другими. Это поможет, когда перейдем к этапу дублирования этого объекта по кругу и заставит сшиться все вместе. Убедитесь, что все они привязаны к сетке. Также нужно перейти к виду справа и проделать тоже еще раз. Вероятно, в этом самый большой недостаток такого конкретного метода моделирования, который заключается в том, что с использованием экструзии он смещает немного вершины. Мы вернемся к этому через секунду, и вы поймете, о чем идет речь. Итак, это все многократно повторяется, но зато сделает следующий шаг намного проще. Итак, прежде чем начнем добавлять скосы и прочие финальные детали, я хочу вернуть их в большую круглую форму. Чтобы сделать это, надо снять изоляцию секции и продублировать сначала с одной стороны, а затем отзеркалить до целого объекта. Подготовлено клубом «Перевод всем». Выбираю эту форму здесь, иду в меню Edit Duplicate Special, открывается диалоговое окно, снова сразу сбрасываю настройки, чтобы убедиться, что начинаю в состоянии по умолчанию. Теперь, вот то, что хочу сделать здесь. Отразить на этой стороне, для чего фактически используем отрицательный масштаб. Так как все происходит относительно дефолтного состояния, будем говорить об отрицательном значении масштабирования по x равно единице с одной копией и нажимаю Apply. Теперь это дает нам два разных объекта, которые на самом деле не объединены, поэтому должны будем сделать это вручную. Но так как мы ранее затратили время, чтобы убедиться, что граничные вершины выстроились нужным образом, это будет простым процессом. Выключаю Duplicate Special, выбираю оба объекта и делаю Combine, объединяю их. Перехожу к виду спереди, выбираю все вершины посередине и иду в меню Edit Mesh Merge, слияние. Здесь порог слияния будет установлен на 1/100 единицы майя, так что только вершины друг над другом будут объединены. Нажав 3, видим, что не получаем каких-либо странностей в геометрии, что обычно говорит о том, что слияние не пошло хорошо. И последний шаг. Отразим это на обратную сторону. Чтобы сделать это, перемещаю Pivot Point, так как большинство из этих отзеркаливаний и дубликатов основаны именно на этой точке.
Перейдем к виду сверху, удерживаю X и собираюсь привязать ее сюда, к средней линии сетки. На этом этапе мне обычно нравится продолжать применением Freeze Transformation, замораживанием трансформаций, просто чтобы сбросить их на ноль, что иногда делает отзеркаливание и дублирование несколько более простым. Теперь будем использовать другую форму и могли бы повторить опцию Duplicate Special на этой другой стороне, используя отрицательный Z в масштабировании. Но на этот раз я намереваюсь применить функцию зеркала. Итак, открываю диалоговое окно, сбрасываю настройки, и я не вырезаю геометрию, а хочу ее скопировать и отразить, используя мировое пространство и ось Z. На самом деле собираюсь отразить его по отрицательному Z. Можно проверить по синей стрелке. Вот ось Z. Пойдем в негативном направлении и хочу сделать комбайн, объединение. Одна вещь, которую рекомендую изменить – порог слияния от автоматического к пользовательскому. Видите, что на самом деле он равен 1/1000 единицы майя, и в нашем конкретном случае вершины выстраиваются в линию. Нажимаю Apply, но видим небольшой промежуток. Давайте сделаем отмену и попытаемся выяснить, что же произошло. Вижу, Pivot Point был чуть смещен, так что исправлю это, используя клавишу V и поменяю позиционирование привязки на Object. И теперь изменю положение зеркальной оси здесь, чтобы был объект вместо мера, а все остальные настройки должны сработать хорошо. Снова нажимаю Apply и теперь видим, что получили нужный результат. Жму клавишу 3 и ищу какие-либо ненужные деформации в петлях ребер. Итак, мы проделали первые шаги моделирования этого сложного Hatsu Face объекта. Мы начали с геометрической формы низкого разрешения, разделили ее геометрию, добавили дополнительные детали, а затем смогли продублировать эти секции, чтобы собрать их в более крупный единый объект. Мы вернемся к этому в следующем видео, где посмотрим, как добавить детали с помощью скосов так, чтобы они шли по поверхностям нужным образом и позволяли деформировать их так, как ожидаем, для чего понадобятся некоторые опции, которые нужно будет просмотреть подробнее.